Я вообще сам из деревни. Скандалы, интриги, расследования, скам, то есть все, вот это все. Все идем за деньгами. Успех, он вон там, я его вижу. Макдональдс, я ушел работать. Все так должны делать. Как ты это можешь слушать? Да чтоб ты сдох, ты нас заскамил. Купил первый биткоин или что-то такое сделал. И это, конечно же, были хаи. Если даже сильно вглядываться под микроскопом, ты не увидишь перспектив у биткоина. Наблюдал, как носят мешки денег. Зачем нам седьмой L2 на эфире? А что ты думаешь вот про крипту, как вообще нужна она миру? Если появляется что-то новое, подумай, как из этого сделать максимум. Но по факту, если посмотреть сейчас дальше, что с ним происходит, Вот бесплатные активности, которые как раз принесут тебе хотя бы первые твои деньги. там казино начали рекламировать. Ты дурак, ты потерял всю аудиторию. Я просыпаюсь с утра, 400 тысяч долларов капают. Бам! Фу, зеленая свеча в космос. Сладкая жизнь, она начинается. Какую пользу новичкам ты можешь дать? Нашел редкую биржу, она вот великобританская. Ты, короче, туда переводишь $100, обратно получаешь 150. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo, с вами Сергей, и мы продолжаем подкасты. Сегодня у меня интересный гость, криптоинфлюенсер, который не верил в биткоин, кандидат в депутаты Евгений Стариков. Привет! Серег, привет. Итак, главный вопрос. Кто ты такой? Какой у тебя бэкграунд? Как ты вообще дошел до крипты? Расскажи сначала путь до крипты. Это будет долгая такая история, которую я уложу в целых 2 минуты. В общем, если кратко и без вот этих нудных моментов, я вообще сам из деревни, и население этой деревни 180 человек по 2010 году, в принципе. Поэтому, в принципе, вопрос в том, как я дошел до крипты, хотя мог бы крутить коровам хвосты, остается актуальным. Но если вот это вот все опустить, началось все с того, что это был 8-й, наверное, класс, я такой думаю, неужели мне теперь нужно будет после учебы ходить каждый день на работу? Эта мыслишка как-то вот как гвоздь, как заноза в задницу просто впилась. И я стал читать книги про бизнес. Ну, конечно же, 8-й класс, книги про бизнес, как без этого. Ничего абсолютно не понимал, вот абсолютно ноль, ни хрена, ничего в голове и не осталось. Но это вот дало какое-то вот такое, я не знаю, зерно, чтобы прорасти и к чему-то привести сегодняшнему. А в школе вот в какой ты учился, это там же в деревне в этой? Конечно, у нас в этой школе было 60 человек вместе с учителями. Мгм. У нас был самый большой класс, 11 человек. А какой был контингент для понимания? То есть там были, наверное, драки, вот это все или как? Контингент — это, ну, наверное, процентов 40-50. Идемте покурим в туалетах. А туалеты — это вот на улицу идешь, за деревянную вот это заходишь в будочку и тянешь вот это вот все дело. Ну, и в деревне, тут нечего сказать. Из развлечений в деревне это, ну, наверное, выпить, побухать или ничего. Но потом, когда появился интернет, появилась Дота, это была вторая альтернатива этому всему. То есть ты еще как геймер начал К развиваться. сожалению, да. К сожалению, да. И непонятно, что хуже, если бы я пил или если бы я играл в доту. Но вот пока с дотой так было. Ну и вот все, как и, наверное, у большинства, ты смотришь и не понимаешь, куда идти. Я после 11-го уходил. И какие мысли вообще были? Я не знаю, насколько это интересно, можем потом вырезать, если что лишнее. Но в общем и целом, после 11-го так, логика, метод исключений будем брать. Ладно, если я не программист, хорошо, хотя тогда, в принципе, таких мыслей и не возникало. Я не программист, я не знаю, я точно не учитель, мама у меня учитель, я, насмотревшись на все это дело, сказал, Господи, прости, упаси меня, Господь, от этого всего дела. Ну и остается так, у меня есть дядька, который где-то там близко к строительству, значит, деньги там. Все идем за деньгами, успех, он вон там, я его вижу. И в результате, поступая на строительный, после первого курса понимаю, что это вообще никак не мое, не бьется. Но мама в меня верила, поэтому я принес ей красный диплом. Но до красного диплома была целая эпопея историй. Первые 2 года я ходил на учебу как на работу, потому что семья у меня многодетная, денег как такового не водилось, и зато у меня была социальная стипендия, которая меня и поддерживала. Денег, понятное дело, дома не брал. А в И универе какая была стипендия? То есть, вот, помнишь, в рублях? 3500 стипендия была, если ты учился на одни пятерки. Если хотя бы 1 четверка, минус 500 рублей. Так, это уже большой минус по бюджету, это 7-я часть, но это как бы вполне себе. Но если у тебя была социальная стипендия,
Ну, только, наверное, в этом случае могу сказать, благо, что я из многодетной семьи, малообеспеченной, и была у меня стипендия еще плюс 10. То есть я Мгм. шиковал, там 12 500, что ли, у меня, или 13 была стипендия. То есть я действительно относился к учебе как к работе. Я иду зарабатывать деньги. Ну вот. На третьем курсе я скопил со стипендии, открыл свое первое ИП. Это было рекламное агентство. Занимался я рекламой на пилорсах. Пилорс — это такая штука, формы параллелепипеда, 4 стороны у которого крутятся постоянно, и на каждой стороне реклама твоя. Это стоит в ТЦшках. Мгм. Это вот пик всего этого дела было. Стоит это все новое, я помню, 100 тысяч. И я такой, откуда взять 100 тысяч просто? Захожу на Авито, по-моему, смотрю, стоит за 25, что ли, или что-то такое. Все, выезжаем. Берем этот Pillars. Я, конечно же, как настоящий предприниматель, как законопослушный гражданин, что я делаю? Открываю ИП. Без бизнеса, без ничего, без накатанного дела я иду платить налоги. За это мне должен... Типичная ошибка какая-то. Все так должны делать. Вот. И в результате я занимаюсь всем этим делом. Я помню, учился во второй смене тогда. Первую смену я занимаюсь холодными звонками. Алло, ваш бизнес, не хотите разместиться у нас вот там-то, вот в этом в ТЦ. В результате с горем пополам я 2 стороны, может быть, закрывал, во вторую смену учился. В результате год прошел, благо я хотя бы в ноль закрылся и закрыл вот это все ИПшную историю, продал Pillars вот этот. Но на 4 курсе я влезаю в долги, и долги меня вгоняют в то, что я иду работать в первое место, куда меня берут. В Макдональдс я ушел работать. О, то есть это из Мака в крипту. Из Мака в крипту, Да. да. Я такой думаю, ну, конечно же, когда устраиваешься, это моя первая официальная работа была, неофициальная, но не считаем там. Хотя в деревне, я помню, срубы красил, вот это вот все дело. Там помощником комбайнера работал на одной уборке, потом на таку работал, типа обработка зерна или что-то такое, не помню аббревиатура, как это расшифровывается. Ну и вот, а тут моя первая официальная работа, и Мак. Это, наверное, как было клеймо, я не знаю, то ли трудолюбие, то ли слабоумие, это вот как посмотреть. Ну, ничего страшного, у меня первая официальная работа была дворник, поэтому недалеко ушел. Ну, вот, Мак, первая работа, я помню, прихожу устраиваться, а я же не знаю, насколько это все делал. Я рассказываю, вот у меня было ИП, у меня был свой бизнес. И это я рассказываю на собеседовании в Маке. Сейчас я это вспоминаю, просто какой стыд был. А тогда я с гордостью это вспоминал. В результате устроился в Мак, думаю, так, сейчас раскидаем долги. По семейным обстоятельствам все это дело произошло. Раскидаем долги, потом куплю себе, конечно же, телефон, ну, iPhone, как нынче без айфона, конечно же, у студента в голове. А после этого я куплю себе мотоцикл, ну и все, в общем, сладкая жизнь, она начинается. В результате я только долги отдавал 6 месяцев. Я помню, зарабатывал 14 тысяч в месяц, с учетом того, что я первую смену учился, час отдыхал, если было время, ехал во вторую смену работать, работал до нулей, до 12 ночи, дальше уже развоз такси, то есть экономил еще на транспорте обратно. Ну и обеды там были. Это вот 2 аргумента, которые сподвигли меня на то, что идти работать. Хотя помню, первым позвонили из KFC, но там сказали санкнижка за свой счет, а у меня денег-то на санкнижку-то как таковой и не было. А потом приношу маме диплом красный. Мама, это тебе. Она рада безумно. Я рад, что открестился от этого всего. В магистратуру поступаю. И там не появляюсь вообще ни один день просто. Вот ни одного денешенька. Но я хотел отчислиться. Плюс я параллельно с бакалавром еще получал переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Абсолютно бесполезная ерунда оказалась, ну, в общем и целом. И тут я поступаю, меня берут в магистратуру, думаю, ну, я сюда не появлюсь. Мне приходит идея лететь по обмену в Америку. Я такой, так, на переводчике я отучился, английский я, в принципе, более-менее. У нас еще такая история была, что 2 года с 5 по 6 мы учили в школе немецкий, а у нас класс более-менее такой еще был умный, назовем это так, по деревенским меркам. И сказали, есть вариант учить английский. Мы такие, да, давайте. Мы в год по 2 учебника проходили, но английский мне нравился. В общем, неважно. И я вот это вот все предусловие к тому, что я такой, хочу по обмену лететь в Америку работать. Там все деньги в этой Америке. Это программа Work and Travel. Work and Travel, абсолютно точно. Английский у меня был на уровне, ну, я знаю слова, я, в принципе, знаю их перевод, но говорить очень мне тяжело. И я кое-как с горем пополам от другого универа захожу в программу. Помню, это все стоило, 250, а я студент первого курса магистратуры. И я просто понимаю, откуда мне денег на все это взять. И что я делаю? Я устраиваюсь на 3 работы одновременно, плюс
там было условие, что если у тебя есть хотя бы одна тройка в зачетке, ты не проходишь по этой программе. А у меня не то, что троек нет. У меня ничего там нет, абсолютно. У меня долги за эти год-полтора накопились. И тут еще последний шанс. Это 5-й курс, ну, то есть первый курс магистратуры, всего там 2. То есть если я после выпуска не прохожу, раньше я уже не успел, то есть вот последний шанс. И, как говорится, с горящей задницей, с огня до в полымя, я сдаю долги, я устраиваюсь официантом, как помню, на то время лучший ресторан Пензы, Засика. Привет, кто с Засики. Параллельно работаю еще на мойке и работаю в дни, когда надо кого-то подменить. Бочка такая у нас ТЦ стояла от оператора Йота. Я симки оформлял еще. Мгм. Ну вот называется аттракцион «Разорви себе задницу», что называется. Как-то я все это дело еще вывез, не сдох. Я даже нашел денег. Понятное дело, по большей части это были родные и близкие, но какую-то часть заработал, какую-то часть даже в кредит, по-моему, брал, насколько помню. Я прохожу собеседование. Мне говорят, на английском, понятное дело, это штат Северная Дакота, по-моему, километров 20, что ли, от горы Рашмар, где вот эти все президенты были. Я прохожу собеседование, но английский у меня не разговорный далеко, поэтому официантам и чаевые мне не светят. Мне сказали, будешь food prep. Это, типа, как я понимаю, подготовка овощей на кухне или что-то там такое. Потом мы по скайпу провели собеседование, разница 12 часов, у меня 9 вечера, помню, у него там 9 утра. У него еще микрофон был от ноута, ноут стоял далеко, на улице птицы поют, солнце светит. Я и так его сложно различаю его слова на английском, а тут еще он далеко, и я такой переспрашиваю постоянно, переспрашиваю. Но потом я еще, как говорится, собрал свои яйца в кулак и спросил, а есть ли вторая работа, чтобы все это дело, ну, выжить максимум. Говорит, да, у моего друга тут вот у нас какой-то туристический городок или что-то такое, можно будет еще попродавать у него, что ли, сувениры или что-то такое. Мол, говорит, решим вопрос. Там такой прикол, потому что студенты не могут перерабатывать, иначе а-та-та всем рекламодателям, хотел сказать, всем работодателям. Ну и все, в принципе, все схвачено, остается последний этап. Я помню, это 3 мая, что ли, что-то такое. Я еду из Пензы в Москву на метро 905 года, как помню, в американское посольство на визовое собеседование. Нас кучка была, человек 8, наверное. Из всей кучки большинство прямо прошло. И я такой, ну круто. Но я-то не прошел. То есть все старания были зря, да? Да, и я прохожу, по-моему, один из первых. Во-первых, меня удивило то, что люди, которые в посольстве работают, хоть они говорят на английском, не знаю, это американцы или нет, и вот в комментах напишите, эксперты, но бюрократия была вот по-нашему, по-русски. Запись у нас была, по-моему, в 10, в результате мы зашли в 11, в результате визовый офицер, мужчина, как насколько помню, он такой улыбается в этом американском стиле, oh, hello, how it's going, how are you, what's nice day, вот это вот все дело. И он такой также спрашивает, улыбается, потом отклонено. И я такой, а почему? Ну, говорит, вот тебе зеленый листочек, читай. И по факту этот листочек означал то, что нет прочных связей с родиной. Это как? То есть, грубо говоря, если я уеду в Америку, улечу, То то ты там и я останешься. там и останусь, как они это видят. И аргументы какие? Уже есть диплом бакалавра, многодетная семья малообеспеченная, на банковских счетах шаром прокати, там, понятное дело. И плюс, ну, в принципе, что-то он уже умеет, раз он подался на все это дело. Ну и все. Все факторы говорят о том, что он улетит и не вернется. Ну и вот сказали, declined. Отклонено. Ну и, в общем, на этом моя американская карьера закончилась. А хотя там планов-то было, все. Я прилетаю, конечно же, снимаю влог. Снимаю, как вот там вот в этой Америке живется, насколько там все хорошо живут. И я там живу, мы вот все, американская мечта сбывается. Но не тут-то было. И вот это вот маленькая предыстория к тому, чтобы понимать, что это за фрукт. После этого начинается история. Так, думаю, ну с Америкой не получилось, хорошо. Как мы будем поступать дальше? Мысль-то так и ютилась в голове, что и всю жизнь работать на работе, ходить на работу, офис, ненавистная работа, мне с этим жить, как с этим вообще бороться. И я такой, хорошо, пойдем методом от обратного. Если ты не хочешь ходить на работу, какие у тебя есть способы не ходить на работу? Первое, быть альфонсом. Думаю, перспективно, но, наверное, нет. Хорошо, иначе мама меня заругает. Второй вариант, бомжевать и попрошайничать. Ну, думаю, ну тоже, наверное, нет, потому что это нестабильно.
Плюс морозы у нас. Ну и третий вариант остается, конечно же, что-то свое открыть. А понимаю, чтобы что-то открыть, денег-то нужно, как минимум, хоть какую-то сумму, ну, взять нужно откуда-то. Так, ладно, Ну, думаю, еще либо договариваться. Все-таки не всегда нужен стартовый капитал вот. для начала бизнеса. А я вот, кстати, о том, спасибо сказал, о договорах. Я человек, в принципе, был такой нелюдимый, потому что с людьми пообщаться мне тяжеловато было, вот это все дело. Но когда у тебя есть нужда и когда тебя припирают, ты вот делаешь все. У меня мотивация не морковка спереди, а вот горячий утюг, наверное, за задницей, чтобы заставлял бы тебя бежать. У меня вот такая мотивация была. И вот дальше, вот как раз ты упомянул, как нужда побуждает тебя к тому, чтобы двигаться, быть коммуникабельным, пробиваться, договариваться, все это дело. Я помню, сидим в общаге. В общаге мы жили троем в комнате. Сколько там? 27 квадратов, что ли, нас было. То есть просто большой зал, в котором как раз мы все, в принципе, и живем. И лежишь такой, что делать? Так, думаем, ребята, думаем. Санаторий, профилакторий есть на первом этаже для студентов, которые получают путевку. Они могут там питаться в столовой, получить витаминки какие-то. Это у нас от универа было. И я, когда проходил к универу, я видел, что всегда там очередь стоит какая-то. Думаю, зачем там очередь, если они же по путевке без очереди проходят. Я так пообщался, узнал, что туда можно пройти просто потому, что ты стоишь в очереди, и тебя, может быть, накормят, если ты успеешь. Что я сделал? Я заобщался с персоналом столовой. Так и сяк, может быть, вам нужно помочь, что-то такое. В результате мы договорились, что я буду им помогать большие чаны с мусором каждый день в 15:30. После пары универа я бегу выбрасывать мусор. И за это я прохожу без очереди есть, это каждый обед. Плюс после того, как мы вынесли мусор, нам давали еще с собой покушать. Вот это к тому, что если у тебя есть нужда, ты будешь и коммуникабельный, ты будешь и пробиваться, и все такое, а сам по себе-то я нелюдимый человек. Все, это вот к договорам. Возвращаемся к тому. Думаю, так, у меня нет денег, про договариваться я тогда даже не рассматривал вариант. Думаю, я и договариваться, но как-то не бьется. И помню, так думаю, если ты не можешь открыть бизнес и продавать что-то свое, ну, потому что самое очевидное, что-то продавать свое. Купил дешево, продал дорого, just business, что называется. Так, думаю, если я научусь продавать что-то чужое других, товар других, и еще за это получать зарплату, я научусь, буду продавать свое, и я буду просто как сыр в масле кататься. И я иду работать маркетологом. А до этого всего дела мы продвигали Инстаграм моего брата. В принципе, до 4500 его Инстаграм докачали вообще без никаких вложений. Там может быть 200-100 рублей. Думаю, у меня есть скилл в СММ, почему бы не попробовать? Я устраиваюсь, это мебельная компания, и на мебельной компании я был жнец, вот это вот все дело, и дудец. Я помню, занимался сайтом. После этого мне сказали, ну вот, у тебя еще магазин продавать диванчики. Когда не было уборщицы, я протирал полы, и когда, а я же жадный вот до этого дела, ну, человек, который жил в деревне, тем более это национальная деревня, Мокшетник Есын Мария Сембанди Сюкпряуцу, национальная, и ты просто дорываешься до денег, 25 тысяч, помню, зарплата была, и это просто разнос. Я помню, брат мне пишет, ты, говорит, официально в нашей семье теперь зарабатываешь больше всех. Это 25 тысяч рублей, да? 25 тысяч рублей. И все. И мне подходит руководитель, помню, директор, говорит, а хочешь еще заработать денег? И тут, как у Скруча Макдака, просто доллары в глазах. Цинь! Да, хочу. Неважно что. Оказалось, что грузчик сегодня не вышел, и нужно было металлические вот эти диваны на 10-й этаж таскать, развозить по всей области. А во мне вот, ну, половина меня, наверное, килограмм 40, сколько-то там. И я иду, шатаюсь сам, несу эти диваны, деньги. Вот, после этого опять маркетинг. Потом я понимаю, что я уже дошел до того уровня, что могу работать сам. Тут у меня опять рекламное агентство, но на этот раз уже в диджитал, SMM-агентство, клиентов берем, работаем. И тихонько к этому всему как раз добавляется YouTube. Потому что первое свое видео я снял, класс, наверное, 8 или 9 был. Если зайти на YouTube, посмотреть, там будет видео, как заказать товары с eBay, если ты живешь в деревне. По-моему, 1015 это набрало. Я помню, говорю там чисто как Хованский, даже не как Хованский, а просто как Скруч Макдак. Юрий, к тебе никаких вопросов, просто сравнение. Как-то вот так пошло, что все это время, периодически раз в 2 года, но я возвращался к съемке видео. На втором или на первом курсе, я помню, снимал скетчи, вайны тогда были, хайповые. Камера просто говнище А на снимает. что ты снимал тогда?
Nexus 7, Google Nexus 7 второго поколения, планшет Лопатина была 7-дюймовая. Камера просто разваливается, просто чуть-чуть вот цвет стал потемней, картинка разваливается. Мне пофиг, я снимаю просто. Самое обидное было вот инсайдик того времени, что все хотят, вот спроси его, каждый хочет быть успешным. Спроси его, он скажет, хочу зарабатывать 1 000 000 в месяц, хочу знать свободно говорить на английском, хочу путешествовать. Может быть, не все так скажут, но большинство. Но спроси у одного хотя бы, что он сделал для этого. Ты хотя бы бесплатное приложение там для изучения английского скачал? Он скажет, нет, это не работает. И вот для меня это был первый инсайт, потому что с человечком мы договорились, типа, снимать вместе. Я не поехал ради него домой, чтобы снять видео. Он такой, ну, я домой поехал. Я говорю, да ты что, охуел, что ли? Извините, французский. Я из-за тебя остался. Мы вот общее дело толкаем, а ты сваливаешь домой. Ну и все. Это вот первый инсайт был. Во-первых, надейся только на себя. Критическое мышление, вот то, что тебе сказали, это вот дели на 10, и с вероятностью 10%, может быть, это будет правда. И все. Вот так он кинул, понял. Говорю, дальше я буду сам двигаться. И вот. И после этого я как раз начинаю параллельно снимать видео про то, как продвигаться на Яндекс.Дзен, тогда еще Яндекс.Дзен он назывался, и на YouTube. Что набирает, какие метрики. Я этому всему делу обучился. У меня есть вот такая способность, что я быстро потребляю информацию и перерабатываю ее. Вот, допустим, я сейчас смотрю все подкасты на 2,5х. То есть на YouTube, допустим, 2х есть рычажок максимальный. Я установил дополнение, чтобы можно было бы еще ускорять сильнее. И это вот со стороны выглядит как... Ну, кстати, вот я делаю примерно так же, но у меня 2х кнопка. На телевизоре, к сожалению, расширения нет у меня, но я Мгм. попробую поискать. Я Вот. потому что тоже очень быстро информацию воспринимаю, и там, если жена проходит, смотрит, такая, как ты это можешь слушать? А у меня просто такой поток информации льется, потому что очень много информации, которую хочется получить, и ты вот ее получаешь быстрее, 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 перевариваешь, даже если как-то в фоне как будто на подкорку себе что-то записываешь. Да, это действительно. И я даже, ну, какое-то время верил в теорию, что если, допустим, ты засыпаешь и засыпаешь под какой-то подкаст, ну, хотя бы там 5-10% от этого останется как будто бы у тебя в подкорке. И я долго в это верил. Не знаю, насколько это правда, но была у меня такая теория. Ну вот, соответственно, ты на YouTube пишешь ролики, а как именно с криптой коснулся? То есть именно первое касание, когда ты там купил первый биткоин или что-то такое сделал, завел кошелек. Я как это вспоминаю, просто какой-то испанский стыд. Нужно вот как в «Интерстеллар» просто вернуться, за шкаф зайти, вот так постучать. «Дебил, блядь, покупай биткоин!» Первое касание было, это третий курс было, помню, параллельно с ИПшкой, всем этим делом. Это, по-моему, был то ли ноябрь, то ли сентябрь, что-то вот такое, когда вот некий такой маленький булранчик был, Это когда... 17-й год, наверное. 17-й год, да, 17-й год, в 14-м я поступил. Я помню, 13 тысяч, что ли, я его купил. Ну, это... И это, конечно же, были хаи. Почти хаи, да. Да, да, да. И через месяц в декабре уже падает, и падает вплоть до 2020 года. Ну, я же до этого момента не дотерпел, правильно? Я такой, так, ИПшка, деньги, бизнес, это вот сейчас приносят деньги, а битховены вот эти ваши когда-то там может быть. Но я покупал тогда вообще баксов на 20, ну откуда у студента деньги? По-моему, то ли на local local Да, есть bitcoins, такой, да. вот, финляндский, Такой. который финский, то ли на Paxful. В общем, что-то вот такое где-то там покупал. Ну, я в этом деле посидел, денежки мои растаяли, но не сильно, там баксов, может быть, 15 от этого То есть осталось. вера никак не появилась. То есть... Я входил во все это дело с пониманием того, биткоин, он ничем не обеспечен, никто за ним не стоит, лица у него неизвестны, это полная скамина. Вот с такими мыслями я входил в биткоин. Но такой думаю, а может быть это шанс? Вот, допустим, как говорят, в падающем самолете мы все верим в Бога. И тут также думаю, а может быть это мой шанс? Ну давай попробуем чуть-чуть. Я вот как черт с ангелом просто разговариваю в моей голове. Ладно, думаю, попробуем, хорошо. А как бы 20 баксов, я не помню, какой курс тогда был, но это неплохая сумма для студента это было. Это первое касание было. После этого до 2020 года вера в Бетховен, она улетучилась. Если даже сильно вглядываться под микроскопом, ты не увидишь перспектив у биткоина. Я так считал. Потом второе касание – это пик арбитража криптовалюты. Это вот бум пошел на все это дело. Сначала крутили тут, это как раз только вводятся санкции, начинает все это дело, гэп появляется, что называется спред. И я такой,
Мгм. Друг мне еще предлагает, вот есть тема классная, я такой, вписываемся, работаем. Денег нет, я помню, курс что-то стоил 150 тысяч, и курс этот состоял там буквально из 3 уроков, которые даже не были записаны. Сказали, смотри, вот тут ты можешь купить, по-моему, на Binance, на P2P, можешь купить вот по столько-то, там условно по 60, а продать ты можешь на Best Change, на обменнике, плюс 3 рубля. Я такой, так, 60 рублей плюс 3 рубля, это у нас сколько спреда получается? Если от 160, это у нас получается, ну, в общем, думаю, ну, что-то 4-5%. И я такой, так, хорошо, а если мы прокрутим не 100 тысяч, а прокрутим 1 000 000. И тут математика бьется, цифры складываются. Так, это в день у меня получается 20 тысяч рублей за то, что я просто 2 раза погонял крипту туда-сюда по своим картам. А тогда еще банки лояльные, они не понимают, что происходит. Ну, ходят деньги, доходят, тем более от человека к человеку. Блокировок никаких не прилетало, все, это дело полетело. И вот отсюда рождается второй инсайт. Я тогда, помню, уже в найме работал, точнее, опять в найме работал. Опять же, в маркетинге. И помню ситуация, я открываю, смотрю сегодня, что спред, ну там 3%, я такой, 3%, я даже руки марать не буду. Когда есть возможность, ее никогда не нужно упускать. После этого я такой, дошел на следующий день 4%, я такой, да ну что-то мало, не хочется даже работать из-за этого. Это еще параллельно на своей работе. Не хочется этим заниматься. Потом ты рад был бы уже хотя бы 2%. И вот последнее время, когда я занимался, когда это было 1,5 года назад, год назад, помню, спред был 0,5%. И я такой, вот это сегодня рыбный день, вот это мы сегодня работаем. Наличку снимаешь, как дурачок в Сити, наличку таскаешь вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз просто. Вот так через арбитраж криптовалюты я пришел прям в плотную работу. И это не как было в 2017 году, где я где-то разобрался, купил биткоин. Даже если бы Local Bitcoin сейчас бы работал, я бы все равно не вспомнил бы свой аккаунт. Ну, как оно и бывает. Да и даже если вспомнил бы там 20 баксов по 13, ну ладно, там было бы у меня сейчас 6 иксов, 7 иксов. Ну, сколько, 140 баксов. Ну да, да. И значит, ты из арбитража, то есть это такая популярная тема довольно была, особенно когда появились санкции, вот это все переезжали в разные страны, и, соответственно, всем нужны деньги во всех странах, все гоняли. Я сам тогда, помню, тоже наблюдал это, я не участвовал в этом, я чисто наблюдал, как носят мешки денег в разных странах туда-сюда, вот, и как бы тема работала, многие ей занялись, и слишком много людей туда пришло зарабатывать. И спред, соответственно, все это урегулировалось через некоторое время. Ты об этом рассказывал на YouTube о арбитраже или нет? У меня вообще YouTube, он показывает всю мою историю Мгм. становления. Вот первое видео, ну я их поскрывал, могу открыть, если интересно. Первое видео я снимал продюсирование Яндекс.Дзен и YouTube, рассказывал, что да как. Я вот до того момента, пока я этим не занялся, не стал копаться, я даже не знал, что существует Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен — это для тех, кто первый раз об этом слышит, как я тогда. Это площадка от Яндекс.Дзена, что-то типа ВК, социальной сети, в котором преимущественно сидят 45+, и по большей части женщины. И в основном, что там идет, это дача, сад, огород, разборы, обзоры фикс-прайса, вот это вот все дело. Но там из плюсов была монетизация. И кто писал статьи, некоторые даже на этом зарабатывали. Я вот про это рассказывал. Почему? Потому что это было бесплатный источник трафика для бизнеса. Я как-никак маркетолог. И также рассказывал, что параллельно использовать мультиплатформенность. Я, наверное, один из первых адептов вот этой всей теории был. Ну, у тебя есть единица контента, почему она не может отработать еще дополнительно тебе принести, ну, я не знаю, даже 5 просмотров, но на другой площадке, а для тебя нужно там загрузить и нажать пару кнопок, просто скопировать описание, заголовок, превью условно. Я рассказывал YouTube, Яндекс.Дзен, после этого я стал рассказывать про арбитраж, и к этому я вообще пришел случайно, про то, чтобы стать криптоинфлюенсером на Ютубе. Ну, арбитраж — это, по сути, ты нашел связку и работаешь по ней, пока у тебя палец не сотрется, либо связка не сдохнет. Чаще всего бывало, связка дохла вообще там через день. Например, была интересная связка, работали с Почта-банком по UnionPay, когда за 3 часа что-то 45 тысяч. Ну, типа, ничего, а бюджеты там были у меня 30-ка, что ли, или что-то такое. Ты вот пару раз вот так прокрутил, и 30 все. миллионов. 30 тысяч рублей. А,
30 миллионов — это слишком лихо было бы. 30 Не, ну тысяч были и такие ребята. были, действительно, по это как раз поговорим дальше про международку. И ты прокручиваешь, и ты понимаешь, что 100% к депозиту своему ты получал за там 4 часа. И я такой: куплю себе вотчи. Вот, кстати, они, по-моему, до сих пор вот эти и на мне до сих пор. Это как дань памяти. Но там был овердрафт, оказывается, и вся эта связка умерла вообще через день. Потом ты постоянно ресерчишь связки, и я вот копался в один день, как заработать денег, опять же, ищу связки, так, вот тут захожу, там Scriptology были связки одно время, потом захожу, так, Bitpapa, так, смотрим туда-сюда, смотрим, сравниваем, с Garantex'ом первые связки были, но не с наличкой, а по гарантексовому коду. Гарантекс, по-моему, сейчас под санкциями, поэтому... Им лучше не пользоваться, а то могут Да. заблокировать крипту Да, и на действительно биржах. такие случаи. Даже вот работаю с биржами, мне менеджер сам сказал, ну, партнеримся, ну, по-любому ты тоже. Да. Вот, они сказали, что, Жень, мы, конечно, понимаем, но давай в следующий раз, если хотя бы какое-то отношение, условно, к биржам санкционным будет иметь дело, ты же не хочешь свой аккаунт потерять, условно, на том же самом Байбите. Поэтому с этим поосторожнее. Я такой: понял, не дурак. И все, в принципе, с Гарантексом тихонько все это дело. Но там была интересная история. Кто помнит историю последний раз, как ОМОН ворвался в Бирибит, вот это в Сити, когда всех повязали, скрутили, денег там многим не вернули? Я работал через Бирибит. Но меня не скрутил ОМОН, потому что к этому времени я уже все это дело завязал. И вот не знаю, как чуйка была. Потому что карты блокировались уже, допустим, Сбер Премьер, Сбер Бизнес, который, Сбер Первый он назывался, он раньше мог выдержать вообще оборота 100-150 миллионов, вообще ходят такие истории. После этого он уже в конце выдерживал, дай бог, там 30 миллионов. Даже с учетом того, что у меня были трастовые карты, это моя первая зарплатная карта Сбербанка была. Я премиальный клиент, у меня длинная история, я не знаю, лет 8. Я успел прокрутить по своей карте, ну там 6 миллионов оборота с этой наличкой. Все, блок 115 ФЗ, противодействие отмыванию денег и противодействие терроризму или что-то такое, эта статья. Это звучит очень страшно, а по факту это просто, если ты не сможешь объяснить, откуда у тебя эти деньги, мы тебя заблокируем. Вот это вот читать вот так нужно. Все, я ходил недели 3, наверное, добивался со Сбербанком, я собрал все документы, я показал, что вот я налоги плачу и вот это вот все дело. Все, говорят, 98%, что тебя разблокируют. Вот этот сотрудник Сбербанка сказал. Там, кстати, была интересная история. Я, когда снимал на YouTube про арбитраж, я, конечно же, вел телеграм-канал, потому что какие-то файлы там выложить, что-то полезняка подать и свою личную жизнь, конечно же. И я прихожу в вот этот Сбербанк, когда занимались разблокировкой, он говорит: а ты не ведешь ли случаем этот канал? Я говорю: веду. Ну, говорит, я видел тебя, то ли подписан, сказал. Ну, я понимаю, тогда 1200 подписчиков у меня в Телеграме было, и когда директор Сбербанка тебя узнает, ну, это как минимум приятно. Вот. Он не сказал, что работает или нет, просто где-то видел, видимо. Не суть. Вот. И я в ресерче связок вот этого всего дела, я нахожу сканер, который показывает, где вот сейчас есть спред, где купить, где продать. Я такой: неужто золотая жила? Я такой смотрю, что-то 250 баксов, что ли, стоит, или лицензия, тариф на месяц. Я такой: так, я пока не хочу платить за кота в мешке, мне нужно потестить. Я пишу им на почту, так и сяк, есть ли у вас демо-версии. Они такие: ну, демо-версии нет. И приходит потом то ли сообщение, то ли в конце было написано: или вы блогер? Я такой: я блогер. Он говорит, и говорят, так и сяк, мы вам дадим на месяц вот попользоваться биржей. Если вам понравится, расскажете об этом на YouTube. Я такой: хорошо, рассказываем. Я попользовался. В принципе, здравый сканер был. Единственное, что нужно было постоянно следить за тем, что, допустим, ну вот действительно, допустим, есть связка Почта-банк, например, условно, там, я не знаю, Сбербанк, это все через Бобит. Да, действительно, спред есть. Да, действительно, спред 5-10%. Мы понимаем, там, с каждого миллиона ты там 50 тысяч будешь зарабатывать. Но есть маленькое но, потому что ликвидность, допустим, по карте Почта-банка, она настолько мала, что ты можешь вообще ждать, пока твой ордер выполнится, можешь день вообще ждать. А к этому моменту уже и спред улетит, и курсы меняются, и все такое прочее. Поэтому вот те, кто первый раз варились в этом всем деле, я им никогда не советовал, потому что если ты смотришь, ты потыкай хотя бы чуть-чуть сам, ну вот капельку. Вот по статистике 95% новичков теряют свой депозит в арбитраже в первые 2 недели.
95% новичков. То есть пришел, и вот эта вот типичная скам-схема, которая... Много таких видео было на Ютубе, и он, конечно же, из-за того, что хорошо досматривается, люди получают какую-то действительно эксклюзивную инфу, он постоянно в поиске в первых местах выдачи. А там прям связка вот с камина. Нашел редкую биржу, она вот великобританская. Там вот работает вывод только вот с 5 до 6, вот поэтому время у них какое-то окно открывается. Ты, короче, туда переводишь $100, обратно получаешь 150. Ага. Вот по итогу $100 отправил, и все. Нет, ты отправляешь $100, тебе приходит действительно 150 обратно. Ты такой, да ладно, Роллс, вон мой, это мой, уходи от него. Ты уже понимаешь, у тебя доллары в глазах просто. Ты отправляешь еще раз, на этот раз уже $500. Ты сверху получаешь еще 50%, $750 ты обратно получаешь. И все. И потом крышу скрывает просто в конец. Мужики идут, свои золотые зубы выдергивают, у жены шубу в ломбард, чуть ли не квартиру закладывают, отправляют последнюю транзакцию, там миллион кто сколько. Все, скам. Конец. И вот большинство людей так и теряли. Это вот мы сейчас понимаем с тобой, насколько это тупая схема. Но новичок, который в крипте, он слышал, что в крипте есть миллионеры, они заработали их легко. И он думает, и я заработаю легко. И в этот момент он скамится, потому что он не хочет разбираться тупо в этом. А на Ютубе там кто-то сказал, да, он показал, и вот он показал, смотрите, вывод, цифры на экране. А если он еще пачку денег вот так в руках покрутит, ну это вообще разрыв просто. То есть у тебя был арбитраж, а дальше ты уже пошел как сразу там в классические какие-то инвестиции лез, там портфельное инвестирование, или ты сразу там на ноткоин переключился? Параллельная история у меня шла еще с фондовым рынком. Я не знаю, можно ли произносить. Тогда это были Тинькофф инвестиции. Ну, этот все проходили, наверное, кто был в теме тогда. Да, Их рекламировали очень яростно, так все туда зашли. конечно, конечно. Ну, и это действительно неплохой инструмент. По крайней мере, меня пока не подводил. Это вот первое мое столкновение, когда я на первом курсе или на втором я стал изучать финансовую грамотность и узнал про движение FIRE. Financial Independence, не помню дальше аббревиатуру. В общем, финансовая независимость, ранний выход на пенсию. Это вот движение американское, согласно которому ты живешь условно 30 лет, и процентов 70 своего заработанного ты вот вкладываешь в рынок фондовый, чтобы в 30 лет уже жить как типа на пенсию, ранний выход на пенсию за счет дивидендов, продажи купонов, потому что есть такая теория, что если, допустим, у тебя портфель, условно там, не знаю, 5-10, сколько, неважно, долларов, тысяч, и ты, если в месяц будешь снимать, по-моему, 2 или 3%, то прирост все равно у тебя будет все это дело компенсировать, и ты как бы и живешь за счет этих денег, и плюс чуть-чуть у тебя портфель прирастает. Вот. Я все это дело изучила. И я изучал, какие акции покупать. Конечно же, типичный вопрос, который... Сколько мне нужно акций Сбербанка, чтобы жить безбедно и зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц? И я такой же был, который забил тот же самый вопрос. Да, мне ответили, да, мне объяснили, что это глупая история, и все. Я стал вкладываться в индексы, конечно же. Finex, первые индексы были. Сейчас они, по-моему, недоступны для нас. Это просто как S&P 500, только доступный для нас, как неквалифицированных инвесторов. Просто на Тинькофф покупаешь, по-моему, за $1 это было. Finex ты можешь купить условно там на $5-10, и ты покупаешь часть лучших американских компаний. И это был просто взрыв для моего мозга, тем более деревенского. И вот до сих пор я на этих инвестициях постоянно что-то там, какую-то копеечку откладываю. Доллары я там покупал, например, для того, чтобы... Я оплачивал как-то билеты, авиабилеты. И там была конвертация, по-моему, только в долларах оплата или что-то такое. Я такой думаю, так, у них будет курс невыгодный, я зайду через Тинькофф Инвестиции, куплю доллары, переведу их на свой счет долларовый в Тинькофф, условно, банке, и как раз за них заплачу. И так действительно было выгоднее. Ну все, то есть фонда, она была до арбитража, и, наверное, это одно из главных таких моментов было, которое дало хоть какую-то базу, чтобы тупо хотя бы не заскамиться в самом начале. Хотя я сам по себе человек такой, что, ну, прежде чем куда-то лезть, ну, ты хотя бы чуть-чуть почитай, ты хотя бы изучи капельку, просто малость, потому что деньги зарабатываются сложно, а потерять их вот просто щелчок.
Вот так. Ну, я не знаю, может быть, это какие-то отголоски малообеспеченной семьи. Ну, в общем, А не вот суть. на санкциях ты пострадал от того, что там, ну, блокировки же пошли, так сказать, все На заморозили? санкциях у меня было заморожено процентов, наверное, 30 активов, потому что остальная часть это были русские компании какие-то, российские, скажем так. Я помню еще санкции, и был момент, когда ИИС можно было открыть. Это тоже классная тема, чтобы делать налоговый вычет и Мгм. возвращать с инвестиций там 13% уплаченных своих налогов. И действительно классная тема. 4 года прошло, инвестировал там в год по 400 тысяч, 50 тысяч ты можешь вывести себе как уплаченные налоги. Действительно классная тема. И вот момент такой случается, это я тогда, по-моему, в Таиланде уже жил, я нажимаю «Вывести с инвестиций», чтобы просто заплатить и налоги, конечно же, это автоматом делается, и получить вычет на все это дело. И мне говорят: ну, мы не можем тебе ИИС закрыть, потому что вот санкции и все такое. После этого месяца 4, наверное, поморозили и сказали: ну, мы можем закрыть, но приезжай к нам в офис. Это сказали Тинькофф, у которого нет офисов как такового, они так себя позиционируют. Ну и что? А я-то не могу вернуться, я в Таиланде. Из-за этого специально лететь, ну, вопросы. А 30%, которые эти были подсанкционные, там через какое-то время, я не вспомню сроки какие были, там сказали, что напиши вот поддержку, напиши, какие акции, какая сумма и там какое их количество, мы тебе их типа выведем, продадим или что-то такое. Ну вот, в общем, я из этого все вышел, но Finex у меня до сих пор он лежит. Я не знаю, как его цена его сейчас, но все же. Ну, теперь переходим к ноткоину. Как вот ты зашел в него, как пришел к нему, как на нем заработал или, может, потерял? Или заскамился, да. Вот, небольшая предыстория, чтобы понять вот это, вот промежутки временные. Арбитраж тихонечко начинает умирать. И, понятное дело, когда люди уходят из этого, ну и просмотров у этого всего мало. Хотя просмотров в арбитраже было в 2 раза условно больше, чем в том же Яндекс.Дзене и Ютубе было. Но, в общем и целом, я там сам-то ушел из арбитража. И, в принципе, какой мне смысл быть в этом теме и рассказывать про это? И вот, и я, наверное, в какой-то степени не знаю, умею чувствовать тренды, что ли, как-то вот так. Вот как у нас есть с тобой способность перерабатывать и потреблять информацию, так у меня есть еще вот такая черта, которая шишками набита, что если появляется что-то новое, подумай, как из этого сделать максимум для себя. Я помню, Ноткоин, это я узнал про него в декабре, он еще в бете был. Декабрь это какой получается? 23-го года. Да. Вот. В бете был, рассказываю о нем на канале по арбитражу своем. Этот, кстати, тот же самый канал, можно пролистать там посты, увидеть, про это рассказывал. Рассказываю, что вот есть такая тема, вот Ноткоин, говорят, неплохо. Можно потыкать, посмотреть, что из этого будет. Ну, мы не знаем, никто не может знать, гарантировать какие-то миллионы, миллиарды, тем более в то время, когда об этом еще никто не мог думать. Ну, кто бы мог подумать, что тапая по экрану, ты можешь получить 1000, 1500, 10 тысяч. Знаю блогеров, которые 15 тысяч долларов получили на ноткоине только. Первый проект, просто. Первый проект, тапалка, 15 тысяч долларов. И я такой, такс, новое не пропускаем, подумаем, как с этим делать. Снимаю про это видео, слегка попозже про ноткоин. Также рассказать, показать, смотрю, есть у людей интерес. Думаю, ну я же не дурак, допустим, если ты идешь на гору и на тебя летят булыжники, либо ты не иди в гору, либо найди другой путь, чтобы подняться в эту гору. И я такой смотрю, людям интересна эта тема, ну, дай, думаю, еще видео снимем. А видео-то ничего особенного было. Допустим, новости рассказал, нашел какой-то баг, рассказал, как с этим делом бороться. Например, был баг, когда можно было не тапать по одному пальцу, а, например, сразу мультитач, и это делать одним пальцем, условно, сразу быстро протапивать. Потом появился автобот, про это рассказал. И так тихонько, ты понимаешь, у людей есть интерес, и, в принципе, ты понимаешь, что это дело интересное себе самому, как бы не звучало тапать. Но на самом деле за тапалками, ну, ты знаешь, по-любому не буду тебе рассказывать, для зрителей скорее новых, что за тапалками это стоит гораздо больше, чем просто потапать и получить крипту. Чтобы получить крипту, ты разберешься, как работать с кошельком. Пару раз заскамишься, потому что фразу свою забыл, конечно же, классика. А после этого тебя, возможно, заскамят на P2P где-нибудь, пока ты будешь это все дело выводить на карту себе. Но даже если ты потеряешь условно 5-10 баксов, ты не потеряешь 5-10 баксов, ты купишь бесценный опыт на все это дело. И вот так тихонечко переход произошел от арбитража до нынешнего масс adoption, назовем это так, тапалок, в общем, скажем, верхней границы криптовалюты. И я считаю, это вполне себе прекрасно.
Что касаемо, как у меня с ноткоином было. Я зашел, все это дело, но канал маленький, просмотры как бы есть. Набрал я, по-моему, рефералов тогда 700 или что-то там. Я даже не знал, что они значат тогда. Ну, просто я размещаю ссылку свою, потому что, ну, рассказываешь про проект, обязательно думаю, ну, хорошо, вот ссылка, чтобы людям не искать поудобнее было. Смотрю, человеки. Народ копится, мы создали свой сквад, вокруг этого канал стал собираться. В чате у нас до сих пор 6000 человек, которые общаются постоянно. Я еще первых алдов помню с канала, которые еще на ноткоине. И в результате ноткоин мне сам раздал, с учетом того, что у меня было не так много рефералов, и тапал я не каждый день, а так заходил, автобота собирал периодически. Последний месяц-два вообще, по-моему, не заходил. Мне он раздал 750 баксов, плюс я открыл для себя, вот как раз для новичков, замечательная тема, задается вопрос как раз. Если я вот новичок, у меня бюджета никакого, как заработать денег? Ну, про это подальше поговорим. Но вот для себя вот тоже такие инсайдики были. Например, ты понимаешь, даже если ты заработал, вот условно, листинг Cats был, мне пришло 2 бакса. 2 бакса с Кэтса пришло с учетом... Инфлюенсеру, да? Да, инфлюенсеру. С учетом того, что канал про это рассказывал. Вот Cats, 2 бакса пришло. Ну, не это же самое важное. На Cats акции были сразу на биржах. Bybit. По-моему, еще... Нет, на Binance не было, они там не листились. На OKX, по-моему, Cats были и BitGet. И ты понимаешь, что просто делая акции вот этих бирж, которые от тебя ничего не требуют, для бирж это понятная история. Для биржи один новый юзер обходится 30-50 баксов в зависимости от акции. Ну, то есть, чтобы тупо привлечь нового человека, заонбордить. А тут такая акция. Почему бы биржа с тобой не поделилась бы вот этими деньгами? И вот, например, с Хомяка. С Хомяка, где у меня было 2500 рефералов, про которого я рассказывал с февраля, мне пришло 89 баксов. Это по пику было. А ты слил их сразу? Нет, да думаю, ну 89 баксов, ну и... Я получил 61, у меня было 360 рефов. 61 доллар получил, сразу слил в стакан, все. Возможно, ты был даже прав. А у меня до сих пор. Но к этому еще сподвигла вот как раз история. 89 баксов я получил с этого хомячка-то нашего замечательного или нет? Напишите в комментариях. А с акции на хомяке, на OKX, я получил еще 200 баксов. Просто за то, что выполнял. Торговые объемы там покрутил, я все равно его продавал. Периодически я его даже потрейдивал, ну, в этом случае в минус, потому что я все-таки думал, ну, сейчас как ноткоин, ну, не может же быть такого, что самый крупный проект, он будет укатываться. Как с ноткоин было. Сначала пик, потом тихонько укатывается, и неделя не прошло, бам! Фу, зеленая свеча в космос, to the moon, Ты что успел на этом называется. заработать, ты зафиксил? Да. Я вот как раз докупал еще по низам. По-моему, долларов на 300, да, на 300 или 350. Ну, в общем, немного покупал ноткоина, и потом на свечке посерединке я где-то продал. Ну, как говорится, если бы каждый знал, где конец зеленой свечи, там бы продал. Вот. Ну, на этом еще 300 баксов, наверное, сверху вышло. Приятно? Да вполне себе приятно. И с хомяком, я думаю. Ну, потому что это обычная история. Выходят дропы, пик, потом сливается, потом вопрос времени, когда вот возникает второй вот этот памп, чтобы привлечь новых людей и так далее и тому подобное. Но с хомяком что-то... Просто сама тема уже сейчас угасает, это видно. Ты, наверное, ощущаешь даже вот то, что если ты про что-то новое рассказываешь, подобное, уже люди не так идут, не так охотно смотрят, уже много хейта в комментариях. А вообще вот какие проекты выделишь, которые тебе нравятся и которые не нравятся? Вообще, ноткоин — это легенда. Но вот сейчас, вот если посмотреть на Notcoin, то есть он задал тренд, показал как бы себя, хорошо раздал, и на своей вот этой репутации он и держится. Но по факту, если посмотреть сейчас дальше, что с ним происходит, как будто он ничего нового особо больше не делает, создал какой-то эксплойер, там, по сути, просто мусорка, где прокликиванием занимаются. Это факт. И дальше он планирует ланчпад, который там все планируют ланчпад, зачем нам там, уже каждому пользователю скоро по ланчпаду будут выдаваться, чтобы он смог торгануть. То есть, ну, какой-то бессмысленной деятельностью уже занимается и постепенно укатывается. Вот а с другими проектами, вот какие проекты можешь выделить? Но вообще есть у меня 3 любимчика. Многим эти проекты не заходят, и они просто хейтят их жестко. Но в любом случае, ну, например, ноткоин, ну, классика, это мы обсудили, это папа всех пап просто. Второй проект, который меня приятно шокировал, опять же, причастный к ноткоину, это доксы. Просто ты зашел... Скорее к Блуму он причастен.
там слухи ходили про то, что команда Nutcoin имеет отношение. По факту Мгм. это, конечно же, Блум. Владимир, привет. Вот, кстати, на подкаст нам придешь. Как угроза Скоро звучит. позовем. Блум, конечно же, ну, не могу пока про него говорить, потому что, ну, он не вышел. Хотя многообещающий. Ну, он раздал как бы сайт-дроп это вот доксами, то есть тот, кто участвовал в Мгм. Блуме, получил дополнительно Мгм. доксы. Но они все равно видно, что у них затягивается разработка, все откладывается, они зарабатывают на продаже трафика и интеграций. То есть много хейтят еще сейчас за то, что они там казино начали рекламировать, вот это вот все. Ну, это скользкий путь, То есть такой согласен. путь, как будто они пытаются максимум дожать вот эту вот последнюю волну хайпа, а дальше уже выпустится и будь что будет. Потому что тот же там мемпад вот с доксами, как получилось, там сначала 100 тысяч пользователей выбрали, им как бы начали вот этот, где собаки падают, кликаешь, там их Мгм. получаешь. Как бы много недовольных, что им не дали. То есть там даже все критерии вроде выполнил, а там еще был элемент рандома. Вот, там спросили, что хотите, а как вы хотите, всем раздать? Включили всем, получилось, что там ты должен 2 дня нон-стоп кликать, чтобы $2 собрать. То есть, ну, это вообще нереально. То есть там такие копейки. Опять недовольство пошло. А какие проекты вот не нравятся, которые тебе вот заскамят? Ты сначала как будто зашел в них, вроде все нормально, а потом вот разочаровался. Есть такое? Есть, конечно, такие. Вот как раз заканчивая, про моего любимчика, которого хейтят многие, мне Кэтизен очень понравился. Мгм. Во-первых, это тупая механика, конечно же. Ну, ты оставил просто открытым, как у тебя кошки свапаются. А, но они открыто сказали, вот, донаты. Вот. И почему это прекрасно? Потому что крипта — это все-таки ближе к инвестированию, а не к лудомании. И так Кэтизен показала, что ты инвестор. Даже вкладываясь в игру, ты получаешь какую-то инвестицию обратно. И вот показали 3-5 иксов многие со своих инвестиций получили, как минимум. Я сторонник того, конечно, что, ну, в этом случае, что в игры в тапалки, которые не гарантированно тебе что-то принесут, вкладываться во все это дело я не стану сам. Только ради контента, чтобы людям показать, допустим. Я вот вложился, вот такие результаты и так далее и тому подобное. Например, вот рассказываю периодически про бесплатные активности на канале. И есть лаунчпад на Байбите. Лаунчпулы есть, замечательная штука. Если лаунчпул — это гарантированная доходность, то лаунчпад — это больше как лотерея. Это как Web3 кошелек у них есть, и там они дают вот Вот, и как есть, кстати, раз-таки. отдельная история про Там как Web3. билетики, то есть Web3 кошелек, там можно на IDO заходить, и тоже Вот, как IDO. лотерея, и там может быть сразу 20 иксов от вложений, Да, что-нибудь да, да, такое. да. И я не помню, то ли $10, то ли $30 лаунчпад я зашел, и я выиграл. Лаунчпад Мака был, $250 сверху насыпали. Прекрасно, да. И это беспроигрышно, потому что даже если ты не выиграл, тебе твои $30 просто вернут, и все. Ты никак не потеряешь все это дело. Ну да, там условия, по-моему, $100, что ли, на счету должно было быть, и все такое. Но в общем и целом, вот бесплатные активности новичкам, которые как раз принесут тебе хотя бы первые твои деньги. А не вот это вот все. Идем во фьючерсы, откручиваем сотое плечо и ставим, не знаю, на пепу, которой волатильность просто космос. И они такие просто, вот повернулся, чтобы чихнуть, смотришь, тебе ликвиднуло. Ну вот, это обычная история новичка. Поэтому бесплатные активности, все это дело. Так вот, Кэтизен приучил нас к инвестированию. Его все хейтят, потому что он раздал мало. Но вполне себе. И вот Кэтизен, наверное, один из лучших, кто мне раздал. Хотя у меня было не так много рефералов. Я не донатил денег вообще туда. По-моему, во второй версии, которая на Мантл, я, по-моему, $5 донатил или что-то такое. Ну вот, мне раздал Кэтизен, сколько, 400 тысяч рублей примерно. Ну, это сколько у нас получается? 4000 долларов примерно. Почти $4000. Приятно? Да вполне себе приятно за игрушку. Я не тратил на него времени сутками. Я открывал комп, занимался своими делами и все. Веб-версия также работала. Плюс это приучивает к инвестированию. Ты уже познакомился с экосистемой, хотя бы чутка, Mantle во второй версии. Ты познакомился с Тон, ты знаешь, что такое Тонкипер. Да, кому-то раздали мало, да, кто-то крутил постоянно все это дело. Но это же вопрос ожиданий. Никто вам не обещал все это дело. Можно закидать меня помидорами и все такое, но Кэтизен — это вот такой быстрый гайд, экспресс-гайд новичка-инвестора в крипте, как минимум. А вот проекты, которые я всей душой ненавижу, это вот отдельная история. Первый, наверное, проект, который есть, это был проект «Нефть». Fuel mining. Вот. Да,
Сначала сказали одно, потом мы продали NFT-шек, а потом пропал на месяц, а я не пропал, а вы не понимаете, как сложно все это раздать. Вот запускаем новый этап, через неделю скамится, канал удалены, бота нет и все такое прочее. Ну вот скажи, вот ты глупый, ну ты дурак, ты потерял всю аудиторию, ты потерял людей и веру людей, в которые в тебя верили, что стоит гораздо больше, чем деньги какие-то. Казич рекламировал, ну и ладно, это бог бы с ним, хотя не бог бы с ним, это уже почти все делают. Ладно, даже тот же самый Блум. Но, ну ты утерял просто все, это ресурсы. Ну, раздай ты первый дроп хотя бы там 90% от этого всего, условно, ну как, ладно, как доксы 80 хотя бы. Люди хотя бы поймут, что это дело, и у тебя аудитория останется. Ты беднее от этого не станешь, ты уже на рекламе заработал. Но нет, я возьму себе 15 копеек в карман и уйду в закат. На Мальдивы поживу там месяц. А там была ссылка, да, потом появилась, это клейм с дрейнером. Дрейнер был, да. Да. Поэтому, ну вот эта история, которая прям подлость. Мне просто они писали с самого начала, когда они запускались, они мне написали, и я сначала их отверг. Мгм. Сказал, я не понимаю, что это выглядит очень странно. Вот, но потом смотрю, у всех вроде появилось, к себе добавил тоже. Вот, потому что, ну, раз пошло, вроде аудитория растет, там у меня тоже какой-то этот там клан был, все Мгм. это развивал, следил за этим, NFT тоже вот это вот купил там, и потом их, кстати, продал. То есть я еще успел до скама их слить. В минус, но слил, потому что иногда даже важно фиксировать Конечно, убытки. конечно, конечно. Потом они вот заскамились, как бы уже нет доверия. Знаешь, вот новые проекты, когда сейчас появляются, приходят ко мне, если я не знаю фаундеров, нет какого-то теплого контакта, а просто ноунейм пишет откуда-то, что вот мы что-то запускаем, то я уже там 10 раз перепроверю, уже посмотрю вообще, а что это такое? Потому что, ну, нет уже доверия к такому. Вот это и за счет таких вот проектов, как Fuel Mining, и получилось, что еще, может, помнишь, такой был проект БР с принтером. Типа, Я не зашел в него, не благо. Ну вот, это было, по сути, примерно то же самое, как и Fuel. Вот, то есть это когда новички собрались, собрали проект, он у них пошел, как бы довольно сильно выстрелил, а потом они не знали, что с этим сделать, и все как бы обрушилось. И они бы могли даже продать этот проект. Они бы могли просто выйти из него как фаундеры, вот, а перепродали тем, кому знает, как там, как с трафиком работать. А так вот сейчас получается, что ну, новичкам гораздо сложнее сейчас сделать свой проект, чтобы он пошел. Топы заняли поляну. Как тебе вот вообще трафик вот с этих тапалок? Ты замечаешь, что ну, нету миллиарда пользователей в Telegram, как бы, по ощущениям? Это вот хороший вопрос. И по ощущениям, как будто бы... Как будто у тебя есть сито, в которое тебе льют воду. И там остается вот морепродукты, которых мало просто остается. И такое ощущение, как будто бы у каждого человека есть ферма ботов на 50 человек. Вот на одного живого человека как будто бы 50 ботов еще идет фермы. Вот такое ощущение, настолько вот этот вот трафик. Ну, действительно, есть такая история, что делают многие фермы, зарабатывают, дроп-хантинг и все такое, ретро-дропы. Ну, в адаптации, конечно, в реалии Телеграма. Но трафик вот этого всего дела, особенно если еще есть какая-то фильтрация, хотя бы там русские люди идут, ну, это одна история, потому что смотришь в комментариях, тебя послали, ах, думаешь, живые люди наши. А когда ты смотришь в комментариях просто «Хай», что «Хай», хуем помахай. И, ну, в общем, льют все и вся, поэтому многие каналы сейчас появились там и по 5 миллионов, ну, я не знаю, пик сколько я видел, по-моему, 6 миллионов или что-то такое канал, а смотришь с охватами что-то, не слава богу. Ну, вот это говорит о качестве аудитории. В любом случае, у большинства каналов-то нет как такового лица, они вот просто картинку «Комбо этот» полили, «Комбо следующий» полили, «Комбо этот». Мог бы я так же? Ну, наверное, мог бы. Просто это же обо всем говорит, я не знаю. Вот люди такие же будут. Перестанешь ты такой комбо пустить, ты пропадешь. А так хотя бы, вот, допустим, были на конференции в Дубае. Я поснимал кружочки, людям интересно. Я нашел новый проектик, чтобы дать своим, вот, показать. Вот, например, с проектом заобщался последний раз. Это индекс на криптовалюты. Очень круто. Ты не выбираешь, какую крипту тебе покупать, он сам ребалансирует портфель и показывает доходность, либо убыток меньше, чем когда весь рынок падает. Круто? Круто. А я об этом даже не слышал. Казалось бы, индекс на крипту. Ну, это
Нет, действительно хорошая штука. И вот своим так подкидываешь, ты понимаешь, что с тобой реально общаются, тебе по имени обращаются, лицо твое видят, тем более, вот ты знаешь по-любому с YouTube-канала, когда тебя знают, они приходят в твой телеграм-канал, они реже тебя просто херами кроют, первое, второе, более лояльные, и ты понимаешь, что люди к тебе по-человечески, и ты им хочешь по-человечески. Вот какую-то интересную штуку дать. Например, что из интересного? Я вот когда пошел пик на мемкоины, вот это вот на Троне, когда создавали, Мгм. Руслан Хайруллин как раз запустил свой мемкоин. Общались, кстати, с ним на этом, на конференции, поснимали с ним видео. Вот, и я думаю, многие же хотят запустить свой мемкоин, но просто не знают, как это. И я снял видео о том, что, ну, как создать свой мемкоин просто. И взял для прикола, сфоткал своего кота деревенского, и просто на аватарку это был мемкоин наш. Он назывался он Not Dogs, ну, типа, не собака, не собаки, потому что это кот. Все, я показал, и в один момент я просто рассказываю, что вот создаю, монтирую сейчас видео на канале, захожу, возвращаюсь, плюс 180% роста. Думаю, ладно, а сам-то я еще не успел даже мемкоин-то свой купить. И потом за день мы листимся на дексах, 90 тысяч долларов капы там нужно капитализации. С утра я просыпаюсь, у нас 400 тысяч долларов капитализация А у нашего тебя эмиссии мемкоина. не было на руках, то есть ты... 6% у меня было. Вот я Мгм. после этого как раз анонсика первого на телеграм-канале докупил немножечко. Там баксов на 600-700, что-то такое докупил. Я просыпаюсь с утра, 400 тысяч долларов капы. Я смотрю, пишут: «Спасибо, Евгений, благодаря тебе я купил подарки, вот свадьбы, дни рождения, все такое». Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, что называется. Я через час захожу, капа 200. Я такой, и я смотрю, да чтоб ты сдох, ты нас заскамил, вот это все дело. То есть кто-то зашел и продал, а я заскамил. Я же вообще сказал, что на 300 тысячах выйду, потому что эта история была просто о том, чтобы показать, как это делается. Это не казино, это не лудомания. И я никого не призываю. Я рассказывал, как это происходит и все такое прочее. Ну, конечно же, ты с камер, как без этого? И чтоб ты сдох, классика просто. И все. И я так стрессанул просто. И я прям жестко, я не знаю, и у меня есть такая черта, что когда я стрессую, у меня поясница болит. И целый день хожу с больной поясницей. Еле-еле, душа в теле. Ну, после этого ты уже не запускаешь токены, да? Нет, все, боже упаси. И я, чтобы меня с камером не сочли, вот корабль начал тонуть, из него стали выходить люди, уже активности никакой. И я сказал, я потеряю пусть свои деньги, это будет для меня уроком, но из монеты я не выйду. И вот до сих пор в монете у меня эти деньги лежат, бог бы с ними. В общем, это вот история про лудоманию. Все, эйфория, космос, мы летим на Луну, все, дальше миллион, миллиард, все, мы в топ-1, биткоин, отдыхай, старый, мемкоины, мой мемкоин, он наверх. И вот люди, видимо, именно вот так картину это видят. Но мемкоины — это история только для стрессоустойчивых. Кстати, о мемкоинах. Знаете сервис наверняка уже AlphaDex. В этом сервисе вы можете зайти и найти мемкоин на ранней стадии, когда он только появился, и он проходит через фильтрацию. То есть показываются кошельки китов, которые заходят, это не ханипот, то есть вся статистика отображается заранее, и на ранней стадии вы можете зайти в мемкоин, который, ну, возможно, даст вам 1000 иксов, а возможно и нет, потому что это все равно риски. Но суперцикл мемкоинов все ждут в 2025 году, поэтому как минимум зайти ознакомиться с сервисом, посмотреть, как это все работает, крайне рекомендую. Что ты думаешь касательно суперцикла мемкоинов, о котором вот сейчас говорят, что 25-й год суперцикл мемов? Как будто это, ну, новый тренд, мы сейчас ютуберы, так сказать, тон, скам, там все умерло, мы переходим на мемы. Да, действительно, все так и видят. Первое, это как раз Мурат рассказывал на токен 2049. И действительно, многие мемкоины из его списка повыстреливали. И вот как раз рассказывал недавно на канале про первый прецедент, когда фонд A16Z, тир-1 фонд американский, инвестировал в мемкоин. И это был не просто мемкоин, а мемкоин с помощью АИ созданный, насколько я помню. И это просто нонсенс-бум. И это действительно круто. И будет ли суперцикл? Да, конечно, он уже начался по факту. Правда, тут есть такая статистика. Люди сравнили. Вот создается на PAMFANе, например, на Solana, там, по-моему,
2000 мемкоинов в день и сравнили с казино. Если ты ставишь на казино, допустим, на одну фишку, вероятность выигрыша твоего там 2 или 3%. И со $100 твоих вложенных, ну, около 2500-3000 ты можешь выиграть. И сравнили, какова статистика инвестировать в мемкоины, чтобы так же, как в казино, выиграть. Вероятность, что ты в мемкоинах заработаешь уже, по-моему, в 3 раза меньше 1%. Насколько я помню, поправьте меня в комментариях, кто знает точную статистику. Просто факт. В 3 раза меньше вероятность, и со $100 ты можешь заработать $1500. Ну вот такое вот понимание. Поэтому мемкоины — это действительно новый тренд. Это новый, не знаю, назовем это IDO, новый фондовый рынок на Ну, это как начале ICO в возникания. 2017 году, Все вот что-то верно. такое. Вот. Абсолютно точно. Но очень нужно прям уметь с этим работать, потому что даже если ты будешь вот так, как говорится, spray to pray and pray, просто рассади вот это все, раскидай по всем и молись, ну, это не сильно подходит для мемкоинов, потому что, дай бог, если один только выстрелит, и то в лучшем случае ты окупишь, я не знаю, 30% всего вот этого. Если только у тебя будет какой-нибудь, я не знаю, снайпер-бот, который сразу же в новые монеты там по $5 будет закидывать. Только в этом случае, наверное, есть вероятность всего этого дела, чтобы выстрелило. А так, я наблюдал за Goat еще до того момента, как это все выстрелило. И некий такой есть фильтрик мой, под экскринер смотришь просто, так, смотришь тренд, например, вот Суи тренд был, когда вот объемы стали заходить на Суи, это как раз одна из причин была, как раз мемкоины опять стали запускаться. И мемкоины круто раскачивают все это дело. Тон в своем пике доходил до 8.05, что ли, или что-то такое. Мой портфель по тон показал доходность, ну, сколько, по-моему, то ли 1,5, то ли 2 у меня минимальная точка входа была, но это как минимум 4-5 иксов в пике. Что касаемо там условно Суи, не помню, сколько он роста показал, ну тоже, по-моему, 100%. Трон, когда на нем запускались мемкоины, он на 2 позиции обогнал по CoinMarketCap криптовалюты, даже Тон, по-моему, обходил его. В общем, мемкоины — новый тренд. Суперцикл, я считаю, уже тихонечко зарождается, потому что как-никак у нас Санта-ралли, я считаю, что уже идет, потому что уже позитивный фон на рынке, уже периодически можно посмотреть, увидеть индекс страха и жадности в 65, то есть люди жадные покупают все это дело. И плюс это как-никак связано с налоговой системой Америки, потому что как-никак главные инвесторы на крипторынке — это все-таки американцы, ну и там большая часть рынка. Поэтому Санта-ралли у нас тихонечко идет. Будет ли это начало суперцикла мемкоинов? Вполне себе может быть. Например, по-моему, Project 89 что-то 300% показал роста. Это как раз мемкоин на Solana тоже переплетается с AI. Это не инвест-рекомендации, уже не факт, что на этом можно заработать. А сейчас, если ты видел, на DropStab уже появился раздел AI мемов. Там их уже 17 штук, но о них все больше становится. То есть это совмещают в себе тренд AI и мемы. Да. Вот. Но при этом еще стоит отметить, что мемкоины сейчас, которые вот создаются, в них как бы лучше, особенно новичкам, вообще не залетать прям на самой ранней стадии, а заходить уже, когда они устаканились, и у них сформировалась комьюнити. Потому что вот именно зарубежные в основном мемы, там комьюнити, оно более дружелюбное и лояльное к мему. То есть если как бы фаундеры комьюнити СНГ, то там скандалы, интриги, расследования, скам, то есть все, вот это все. А зарубежный рынок, он как будто более лояльный, они любят поддерживать, там делают разные движухи, чтобы поддержать курс, и они как бы по фану весело это все делают. И забивают, так сказать, на всякие старкнеты, закосинки, вот это фундаментал, зачем он нужен, там фонды уже зашли и иксанули, нам тут не весело, а тут есть шанс, ты заходишь при капитализации даже там 10 миллионов, она там до миллиарда разгоняется, вот там тебе 100 иксов. Да. Вот такого формата, и люди на это идут, потому что они видят, что все равно это случается и довольно регулярно. То есть если на Тоне, например, вот пытаются все мемы там реанимировать, то там, например, запустилось 1000 мемов на Тоне, 1000 умерло. То есть, такая примерно статистика. А если на зарубежных мемах, там, на эфире запускается, на эфире там еще комиссии дикие, то есть там даже свапнуть этот токен ты не будешь там каждую минуту свапать. Меньше флипперов будет. Да, меньше флипперов. Но на Solana флипперы есть, которые там вообще даже на графике не смотрят, просто тыкают там, поменять, там курс прыгнул, поменять туда-обратно, так тыкают. Вот. И комьюнити, которое вокруг токена появляется, вот если отслеживать это, особенно через Twitter,
то гораздо больше шансов. Вот. Но нужно погружаться в эту тему, то есть это вот так вот с наскоку возьмешь $1000, куда-то кинешь, как бы вероятность, что она испарится, 99%. В любом случае, мемкоины, ну, это лутка, что никак по-другому не назовешь. Особенно если ты идешь в мемкоины без системы, хотя бы условно без установки. Например, ты понимаешь, условно у тебя фильтр. Так, допустим, вероятность соскамиться монеты, когда у нее капа 100 тысяч зелени и, допустим, 10 миллионов, ну, понятное дело, в разы меньше. И лучше ты там, условно, на 10 миллионах капитализации ты заработаешь, ну, чутка меньше, это не инвест-рекомендация, просто пример. Пускай ты заработаешь чуть меньше, но более хотя бы вероятно, чем со 100 зелени ты зайдешь, тебя побреют, ты скажешь: "Етить колотить, я бы лучше, я не знаю, пошел бы сухарики купил бы себе на эти деньги". Поэтому мемкоины — это точно для тех, кто стрессоустойчив, для тех, у кого есть стальные нервы и выдержка, чтобы никаких эмоций. Ты просто смотришь на график, так, оцениваешь здраво, а не вот это все: "Я куплю ламбу, я куплю ламбу, я куплю ламбу". Но это вот путь в один конец. Поэтому с мемкоинами, вот как сказал Сергей, абсолютно согласен с ним, точно не для новичков. Ну, есть еще вот, ну, тот же в Альфа-Дексе, например, у меня была такая история, я зашел, Нейра, может, слышал монету такую? Ну, что то на Это, слуху. ну, Доги, умерла собака, хозяйка завела новую, назвала Нейра. Вот. М. И сразу создаются мемы. Понятно, что этот мем выстрелит, но контрактов там много создается одновременно там, и какой из них оригинальный. И вот тоже даже там через фильтрацию прошло там 2 Нейра. Я такой, блин, какой купить? Какой-то купил, один. Вот, в итоге взлетел другой. И там, ну, даже если ты закинул, грубо говоря, $100, получилось бы там $100 000, если, ну, удачно сложилось. Но это все равно такая есть тут ошибка выжившего. То есть кто-то иксанул, рассказал, вот, а остальные там 99% участников рынка, они ничего не заработали. А как ты относишься вот к фундаментальным проектам? Может, там вообще инвестировал ли ты в альту такую, вот не эфир, а вот именно там какие-нибудь Polkadot, Arbitrum, что-то такое вот более тяжелое, фундаментальное? Я, к сожалению, к своему хотел бы заниматься всем, но руки у меня всего две. И в то время, когда выходили как раз арбитрумы, дропы, я знал про это, мне говорили про это друзья много раз. И арбитрум один из многих, немногих ретро-дропов, который прям действительно легендарную историю сделал. Условно 70, 50, 70 иксов он показал. Там со $100 там сожженных на комиссию, там показали, ну, 70 иксов, это, понятное дело, $7000. А если ты вложил не $100, а $1000, а если у тебя не один аккаунт, а сколько там, ну, понятное дело, просто пример. Поэтому в это время я был в арбитраже, и вот это вот все дело, тусовку я пропустил. И единственное, во что я сейчас верю, у меня вот на канале рубрика есть. Я когда инвестирую портфель в тот, который я верю, в портфель, который собирают условно блогеры, и тот, который сейчас на хайпе. Есть у меня торговый бот, который торгует 30% доходности в месяц показывал. Сравниваю, как он показал себя, и сравниваю индекс, вот куда вкладываться. Хочу еще добавить туда сейчас, что будет, если, допустим, на эти же деньги копи-трейдингом заняться, допустим, топ-трейдеров условно там на бирже тестировать, смотреть, что будет. И это вот такая вот заруба. Вообще я верю в теорию, что ну, это факт. Допустим, зачем нам седьмой L2 на эфире? Ну, чуточку он быстрее будет, чуточку потехнологичней. А по сути это выглядит так, что так, ребята, мы вам доносим сейчас то, что этот проект крут, и ты должен сюда вложить свои деньги. А по сути это то же самое. Например, кто сейчас пользуется оптимизмом? Я не знаю, из более-менее таких сетей, наверное, Arbitrum. Ну, Арбитрум и Оптимизм, они, по сути, первые, кто вышел, они все заняли, захватили, они решили утилитарные проблемы в крипте с комиссиями, и все остальные L2 это уже, ну, на помойку как бы. Вот, То есть они вот. делаются ради заработка фондов, то есть там уже проекты выходят с огромной капитализацией, обычный человек, если зайдет, там, грубо говоря, фонд об него разгружается там в 100 иксов, и при том, что фонды еще на OTC перепродают свою залоченную эмиссию в этих Мгм. токенах, и там на бумаге может оказаться так, что вот этот фонд как будто бы он держит, по факту он уже под капотом все перепродал, там 10 раз заработал, вот, а новичкам говорит, заходите, там, L2, Starknet, классные решения, там. Вот, вот, вот. То есть я вот такого тоже вот мнения, то есть скорее даже мне ближе там АИ токены, то есть вот что-то такое, потому что это хотя бы общий тренд даже не криптовый. А что ты думаешь вот про крипту, как вообще нужна она миру или нет в целом?
Тут есть две теории. В принципе, я считаю, что нет какой-то полярности и правда где-то посередине. Первая, одна из теорий, и я, в принципе, с ней согласен, ну, процентов на 70-80, про то, что крипта– это новая фонда, но без регуляции. То есть, грубо говоря, тут больше рисков, но и больше доходность. И это люди придумали просто новый инструмент, чтобы зарабатывать деньги. Биткоин, ну, что такое биткоин? Вот, например, могли мы выжить без биткоина с тобой? Да вполне себе. До сих пор за кофе я не могу за биткоины заплатить. Круто? Да, без разницы. Но когда ты смотришь, что сюда заходят фонды, а кто за этим стоит, хотя мы не знаем, кто за этим стоит, но когда смотришь, сколько доминации в процентном соотношении биткоина, ты понимаешь, ну, ладно, я не суперэксперт, например, я не могу в этом разбираться, но фонды, которые вкладывают во все это дело большие деньги, они точно не могут ошибиться. Но тут я тебя Вероятность. поправлю, они все-таки, если там взглянешь даже на статистику крупных фондов, те же там Пантера на дистанции, они убыточны. Вот. Вот. Поэтому Это вот и венчурные инвестиции, потому что у них один проект, там, грубо говоря, из сотни стрельнет, даст им доходность. Остальные 99 умирают. Это просто венчурный рынок вот. такой. И тут еще это один из факторов, я с тобой согласен целиком и полностью. Но когда ты смотришь, что столько людей заскамить с такой суммой капитализации биткоина, ну, это я не знаю, что должно произойти, чтобы вот так вот всех заскамить. А если смотреть про, например, зачем нам, например, новые доги? Это просто инструмент, лутка. Попрыгать. Хорошо взяли, заработали. Те, кто заработали на ламбо на этом, все, они кричат, все, крипта, супер, заработал на нем на ламбо. А по факту-то 99% на этом потеряли. И деньги-то в крипте откуда не возникают. Это люди, которые кто-то принес, 1% их деньги забрал, все, он рассказывает про то, что крипта круто, а люди тут побриты. Крипта– это круто. Сколько раз я за границей менял деньги за крипту, это замечательно. Это, допустим, в условиях нынешних реалий это возможности не для заработка, а тупо поменять деньги. Вот, допустим, жил я в Таиланде сколько времени, почти 2 года в Азии. У меня была своя банковская карта, я сам менял деньги через крипту. Все, ты не ждешь никакого меняла. Это все дело удобно максимально. Плюс я в этом деле варился. Все удобно, быстро, круто, ну и безопасно, по сути, если ты не дурачок. Крипта– это возможности. Много, например, в Дубае сейчас можно купить за крипту квартиру. Обменники все работают замечательно. Вот, например, у нас с условием вот этого всего, ну, русскими картами нигде не заплатишь. Так хотя бы есть люди, которые помогают тебе, ты им крипту перевел, тебе просто привезли наличку. И это не история про то, что заработать денег или там провернуть какие-то мутные схемы. Это просто способ не умереть, выживание, скажем так. Поэтому крипта определенно это круто. Ну и как это как молоток. Ты можешь взять молоток и лоб себе разбить, а можешь гвоздь им забить и повесить картину красивую, которая будет тебя радовать. Поэтому всего лишь инструмент. Теперь, значит, расскажи, какую пользу новичкам ты можешь дать. Я понимаю, как люди мыслят. И, в принципе, вспомнить себя, например, 2-3 года назад про то, что вот каждый человек хочет жить хорошо. Ну, это классика. Особенно я очень сочувствую тем, не сочувствую, а сопереживаю тем людям, которые у кого схожая история со мной, например, также вышли из деревни. Они просто хотят жить хорошо, и при этом у них голова работает. Это не бездумный человек, который пишет в директ: у тебя денег много, дай мне тоже переведи, ну, чё ты, а? Это не наш контингент, не наши друзья. А люди, которые с головой подходят, в любом случае, это даже не я могу дать, хотя на канале периодически рассказываю. Это просто гайд к действию, не финансовые рекомендации, опять же. Например, вернись я назад, с чего бы я начинал, если бы у меня не было бы депозита никакого абсолютно. Во-первых, это бесплатные активности. Что из бесплатных активностей? Ноткоин замечательно раздал. И многим в среднем ноткоин раздал на аккаунт 200-300 баксов плюс-минус. Это зарплата в регионе. Вот кому расскажешь. Я работал в Макдональдсе, 14 тысяч получал. Даже если по нынешнему курсу это будет, я не знаю, там 25 тысяч. Зарплату получить за то, что тапал. Не убивать на это все время сутками, а просто планомерно работа. Вот. Бесплатные активности, конечно же. Вот, дропы у нас какие есть. Сейчас из тестнетов у нас есть еще Movement, Story. Если ты веришь в это все дело, можешь сделать несколько аккаунтов.
Если вот это все дело не веришь, посмотри, просто сделай хотя бы один аккаунт, посмотри, как это дело работает, все, получи первую какую-то ощутимую прибыль. Лучше иди купи на это, я не знаю, покушай хотя бы в Маке условном и пощупай это все дело, чтобы понять, что все реально. Потом ты в следующий раз уже к этому моменту уже будешь понимать. Бесплатные активности какие у нас есть? На биржах есть. Лаунчпады, вот которые ранее рассказывал. Лаунчпулы, почему бы нет, монетки у нас лежат. Для людей, которые более прошарены, например, лаунчпул есть, например, за биткоин, условно, на том же самом BingX. Но например, покупать биткоин сейчас, это, возможно, рискованно. Для этого есть криптозаймы, но это уже инструмент для более прошаренных. Это не инвест-рекомендации. Я про то, что есть всегда инструменты, которые помогут тебе что-то сделать. Бесплатные активности ты выполнил, тут первый дропчик получил, тут первый дропчик получил, тут бесплатно с лаунчпула, с лаунчпада получил монет. Ты начинаешь тихонечко все это дело добивать. Если где-то написано, что ты быстро получишь деньги, считай, что это вот тебя заскамили, вот инфосотка. И все. Гибкие инвестиции даже есть в этом на биржах. Да, они мало приносят, но лучше 5% гарантированно, чем 100% заскамиться. Опять же, много таких вариантов. Чутка монету скопил, вот, например, есть уже активности для тех, у кого есть немножечко монетки. Например, сейчас у нас Fuel, зелененький такой еще со своим кошельком. Вавилон, который как раз ликвидность предоставляли в битке, если у тебя лежит, почему бы нет. Опять же, это повыполнял все, получил. Если ты хочешь быть великим лудоманом, то сначала в трейдинг идешь. Трейдинг это неплохо. Просто 5% там зарабатывают, поэтому с головой нужно походить. Потому что ты приходишь новичок и хочешь переиграть рынок весь, который против тебя изначально уже имеет преимущество. Причем сразу фьючами Конечно. и плечи там x20 минимум. Конечно, как без этого. Все, изучил. На TradingView, например, можно по бэктестам посмотреть, как ты торгуешь. Например, берешь какую-то часть графика, ты поторговал там и нажимаешь следующий, он показывает, насколько, допустим, ты попал, не попал. Хотя попал, не попал, это больше казино. Насколько, скажем так, твои знания оправдали себя, вот так правильно сказать. Все, тихонечко, маленечко напиваем капитал. Как говорится, первые 100 тысяч долларов заработать сложнее всего, а дальше уже очень легко. Например, условно, на 1% от своего депозита, даже если торгуешь с риск-менеджментом, но тебе нужно очень много попыток, чтобы просто слить весь свой депозит. И все. А плечи это же все-таки даже не про то, сколько заработать, а все же про риск-менеджмент. Можно торговать и на $100 с сотым плечом, но тебя ликвиднет там, как только вот биткоин чихнет, все, тебя ликвиднуло. Поэтому бесплатные активности обязательно. Ты прощупаешь, ты поймешь, что тебе подходит, насколько это реально, что действительно в крипте можно что-то заработать, а не с камина, как вот Петя, Вася, кто-то там еще заскамился. И все. Периодически вот на канале SBT бейджики, за них тоже раздают NFT-шки. Что еще интересного есть у нас? До активностей миллионы массы. Даже если тапалки все тапать, ну, не, опять же, не бездумно и все. Опять же, посмотрел, вот Сергей правильно сказал, согласен с ним, посмотреть, кто за проектом стоит. Если, допустим, я вот прикупаю Gold немножечко, это не финансовая рекомендация, потому что за ним стоит фонд А16Z. Да, он раньше зашел, да, он инвестировал, да, сейчас пойдем вверх, а скорее всего там побреют всех, но в любом случае для новичка вот классная книга есть про это все дело, обязательно к прочтению, если в крипту приходишь, особенно в трейдинг. Воспоминания биржевого спекулянта Лефевра, по-моему, автор. Ливермор, да. Ливермор. Вот, классная книжка. Легко написано, в принципе, рассказывается про психологию, а не про то, что голова, плечи, ты торгуешь там, вот это вот все дело. Просто про психологию понимаешь. И ты понимаешь, что для того, чтобы зарабатывать тебе в крипте, есть объективно только 3 фактора. Первое, какой тренд сейчас рынка, вот про что мы как раз и говорим. Второе, если ты идешь против тренда, ты гарантированно проиграешь, вопрос времени только. Если идешь по тренду, вероятность заработать гораздо больше. Смотришь, какие есть объемы, кто стоит за всем этим делом. Вот про что мы как раз сегодня с тобой разговариваем. И все, если с головой подходить, можно заработать. А, как говорится, с дуру можно и лоб разбить, когда в церковь приходишь. Что-то много сегодня шуток и пословиц про это дело, но в общем и целом. Поэтому с головой главное подойти к этому всему делу и следить только, наверное, за альфой.
хорошо фильтровать, и критическое мышление — это наш лучший друг. Да, даже то, что мы тут говорим, вы все равно это все перепроверяете, сами все изучаете, исследуете, так сказать, рынок возможностей. Но что мне нравится в крипте, это то, что, в принципе, любой человек там из глубинки может сесть за компьютер, разобраться с этим и уже с этого заработать. Пусть не сразу, но получить определенный уровень знаний и получить доход. И даже в глубинке он может уже хорошо себя чувствовать, а потом, может, и переедет, если захочет куда-то. Вполне себе, вполне себе. Давай теперь разыграем что-нибудь подписчикам, если у тебя есть что-нибудь на примете. Да, у меня есть несколько вариантов. Просто крипту разыграть, наверное, было бы не очень интересно. У меня есть канал, в котором мы собираем базу знаний. Мгм. И это не приватка, мне не нравится все это дело. Вход туда, в принципе, бесплатен. Просто если ты на бирже под моей ссылкой зарегистрирован, попадаешь туда. Я думаю, вход туда разыграем в любом случае. Там полезничок, там моя часть, записанная с обучением. Например, что такое криптобезопасность, как не заскамиться, схемы скама. Ну, то есть вот база для новичка как минимум, что сел, изучил, полдня на это потратил. И, в принципе, все. Ты 95% побритых хомяков уже обошел. Все. И, думаю, можем разыграть мерч от OKX. Есть классный мерч. А это какой у них? Какие-то лимитированные выходили или какие? Во-первых, вот это с Дубая, во-первых. С Маклареном, которые? Или нет? Нет. Это вот мерч, который дается для партнеров, которые хорошо себя показали. Мгм. Там конвертик с благодарностью, все это дело. Там носки, 2 пары. Там шопер классный. И, по-моему, еще футболка там была. Вот их можем разыграть. И, я думаю, $100 можем разыграть. Это Икон- все одному человеку идет или мы несколько мы выберем? несколько выберем. Первое как раз задание, с твоего позволения как раз расскажу. Тот человек, который узнает, например, сколько будет средний дроп проекта, ну, например, сколько раз даст Bloom, потому что выйдет он по-любому за 25 год, сколько раз даст Bloom в среднем на аккаунт, тот, кто попадает, тот получает, я не знаю, $100. Я Окей, думаю, это- достойно. Да. Потом второй вариант. Мерч разыграем от OKX. И несколько победителей. Думаю, возьмем 3 победителя. Давай за лучший комментарий, развернутый, Да. по темам, которым мы рассказывали на подкасте. Про это напишите прям развернуто, объемно, и из этого мы выберем, посмотрим лучшие комментарии, определимся позже со сроком, потом в закрепленном комментарии я напишу все условия, соответственно, их выполните и будете ждать на моем канале, будет обязательно уведомление, как прошел розыгрыш, кто получил призы. А так, в принципе, весь полезняк, который есть, и рассказываю про свой путь на каналчике, тем более у нас их несколько. Один по трейдинговому каналу, другой по airdropам, основной канал есть. Ну, в общем, на весь вкус и цвет на все это дело. Там, в принципе, можно какую-то часть полезняка брать. И плюс мы, кстати, вчера только разыграли там для рефералов наших, кто был, $100 разыграли тоже. Вполне себе. Вот, кстати, розыгрыши еще одна из активностей. Да, кстати, сейчас на многих каналах бывают розыгрыши, некоторые там недооценивают силу розыгрыша, а иногда вот случайности ты можешь что-то выиграть. Вот даже я вот ходил на конференцию и выиграл там iPhone. То есть просто я кинул билетик. Серьезно? И Это да, от кого ты выиграл? Это я ходил на Umbrella, и там я просто заполню там номер телефона и ник. Я кинул все, а потом со сцены вызывают меня. Ты выиграл iPhone 15 Pro. То есть Офигеть. просто на удачу. Так что не стоит недооценивать конкурсы. Вот. Пусть у нас они пока не такие масштабные, но потом, думаю, будут отличные конкурсы. Ну что, заканчиваем подкаст. Надеюсь, вам понравился гость. Напишите еще в комментарии, каких вы гостей еще хотите у меня увидеть на канале. Я разбираю сейчас новых инфлюенсеров. Думаю, это более интересно. Старички уже всем приелись, а каждый новый цикл появляются новые лица, и интересно про них узнавать. Подписывайтесь на мой канал, на канал Евгения, на YouTube, на Telegram. Следите за новостями. Желаю вам всем профита и до новых встреч.